Недалеко от села, примерно в километре на опушке леса, стоял старый заброшенный хутор. Много лет окна ветхого дома были заколочены. Если верить местным слухам, то очень давно в этой старой покосившейся избушке жила бабка-повитуха, старая травница и знахарка. Была она нелюдимая, жила уединенно и всех сторонилась. Рассказывают, что она обладала очень большой силой, но с местными жителями отношения у нее почему-то не сложились, хотя ничего плохого никому никогда не делала. Всем, кто приходил к ней за помощью, не отказывала, только работала молча и денег никогда не брала. Многих жителей в округе вылечила. Прожив несколько лет в изоляции и одиночестве, она внезапно куда-то исчезла. С тех пор прошло много лет. И вот как-то раз в деревне объявился странный человек и поселился на заброшенном хуторе. Когда он пришел в этот дом, точно уже никто не вспомнит. Просто в один день заметили, как повалил дым из трубы в бабкиной избушке на отшибе, а по вечерам в окнах начал загораться свет. Вот так и появился в округе этот странный человек с необычным именем Ричард. Оказалось, что был этот Ричард кузнецом. За несколько месяцев он поправил бабкину избушку, отремонтировал забор вокруг хутора, построил новую кузницу и стал в ней работать. И потянулись к нему люди со всей округи. Кому лошадь подковать, кому скобы сделать, а кому даже новый крест на могилку родителей выковать. Силушка в нем была богатырская. В деревне ходили упорные слухи, что кузнец этот внук той самой бабки-повитухи, потому-то, дескать, он такой угрюмый и неприветливый, весь в бабку пошел, но глаза у него очень добрые и душа светлая. А правда ли он был внуком знахарки или нет, никто толком и не знал. Может, это были просто досужие сплетни. С местными Ричард общался мало, но ко всем был доброжелательно настроен и, если его просили о помощи, всегда помогал. Не любил он только одного человека, охотника Тихона. До этого Тихона в деревне никто не любил. Но у них с Ричардом это было взаимное. Такая ничем не объяснимая неприязнь очень удивляла деревенских. Потому что всем этот огромный сильный человек казался совершенно безобидным и даже добрым. А Тихон всегда был подлым и злым, может, поэтому он так не взлюбил Ричарда и ненавидел его лютой ненавистью. И постоянно говорил, что от этого чужака еще будут неприятности. Видимо, поэтому Ричард почти не заходил в деревню, чтобы как можно реже встречаться с Тихоном. А если от него требовалась какая-нибудь помощь, то люди сами приходили к нему в кузницу. Хотя посещать этот дом особо никому не хотелось, уж больно люди в те времена были суеверны и боялись этого глухого места за деревней рядом с болотом и лесом. Не боялся только один человек, парнишка по имени Игнатий, или просто Игнашка, как звала его мать. Игнат этот был единственный, кто совсем не боялся кузнеца и всегда радовался предлогу сбегать на кузницу, чтобы пообщаться с Ричардом. Игнат был смышленый парень, лет 14 от роду. Рос он без отца, мать им тоже особо не занималась, и он был предоставлен сам себе. И, конечно, любое внимание со стороны взрослого и такого сильного человека его очень привлекало. Подружившись с Ричардом, он тоже захотел стать кузнецом. А кузнец был вовсе не против передать свое мастерство парнишке и оставить после себя достойную смену. Кузнец в деревне всегда нужен и в почете у людей. Однако разрешение у матери Игната обучать ее сына кузнечному делу все-таки спросил. Мать дала разрешение. Игнат теперь постоянно целыми днями пропадал на хуторе, помогал Ричарду в кузнице, выполняя всякие мелкие поручения. А Ричард, в свою очередь, тоже радовался общению с мальчиком. Угощал его наваристыми вещами из печи, жареной картошкой и, конечно, рассказывал ему много интересных историй о своей жизни. Много премудростей лесных знал кузнец. Как читать следы на снегу, как не утонуть в болоте, как не замерзнуть в лесу ночью, как ориентироваться по луне и звездам, как уходить от погони по таежным тропам, да еще много чего интересного. О своей семье он почти ничего не рассказывал. Говорил, что мать померла, отца он не помнил, в этом их судьбы с Игнатом были похожи. Как-то раз парнишка набрался смелости и спросил про бабку-повитуху, правда лишь,
что кузнец ее внук. Оказалось, что правда, только, признаться честно, он никогда ее не видел, потому что вырос далеко от этих мест в далекой таежной деревне. Матушка ему на смертном одре рассказала про бабку и завещала ему вернуться в родные края, поселиться в старом бабкином доме и помогать людям. Он все так и сделал, и никакой тайны в этом нет. «Дядь, а почему ты так Тихона не любишь?» — спросил Игнат. «А за что его любить? За то, что он зверей беззащитных убивает. Я этих охотников просто на дух не выношу. От них смертью за версту разит». Ричард сжал свои огромные кулаки. «Ненавижу гада. В тех краях, где я вырос, у меня в детстве был друг-волчонок. Я его когда-то спас от охотников. Всю его семью убили. Остался в живых только этот малыш. Так я его своим телом закрыл и сказал охотникам, что убить они его смогут только вместе со мной. Силы у меня уже было тогда много, и никто так и не смог вырвать волчонка из моих рук. Так он и прожил рядом со мной весь свой волчий век, дружок мой верный». И по щеке кузнеца покатилась слеза. Игнат боготворил этого странного человека, а Тихона-охотника он с тех пор тоже возненавидел. А тем временем в окрестностях деревни начали замечать волков, чего уже не было много лет. Волки вели себя нагло, совершали набеги на деревню, залезали в амбары и курятники, не брезговали даже собаками. Жители начали жаловаться на осмелевших волков, которые на их глазах разбойничали и наводили свои порядки, убивали отставших от стада коров и пугали людей. Как только выпал снег для охоты на волков, была собрана команда под руководством Тихона. Началась серьезная подготовка. Тихон заранее, за несколько дней до назначенной даты охоты, начал выкладывать привады. Рано утром, через неделю после подготовки, началась сама охота. И только один кузнец с напарником не знали о приготовлениях к готовящейся расправе. Они с утра уже работали в кузнице, разводили огонь, раздували меха, работы предстояло много. Услышав выстрелы, Ричард выскочил из кузницы и побежал в дом за ружьем, которое держал в избе для самообороны на всякий случай, ведь он все-таки жил в лесу. Парнишка бросился за ним. Они не знали, что происходит в чаще. Возможно, кто-то попал в беду, и ему нужна помощь. Долго они бежали по лесу в ту сторону, где прозвучали выстрелы. Игнат совсем обессилел и на какое-то время отстал от своего старшего товарища. Когда он выскочил на поляну, то увидел Тихона, стоящего у волчьего логова. Охотники погнали стаю дальше в лес, а Тихон остался для того, чтобы расправиться с волчицей и ее потомством. Тихон был доволен добычей. Мертвое тело волчицы и ее 4 волчат лежало у его ног. Оставался только один недобитый волчонок. Охотник приготовился стрелять. И как раз в этот самый миг к месту расправы подоспел кузнец. Он сразу понял, что произошло. Глаза его налились кровью, желваки заходили, руки еще крепче сжали ружье. Он вспомнил мальчика и его друга-волка из своего далекого детства. 2 мужчин, 2 непримиримых врагов стояли сейчас друг напротив друга. Выстрелы прозвучали одновременно, оборвав жизни обоих. Когда на поляну прибежали охотники, то увидели Игната, стоящего на коленях перед умирающим кузнецом. Рядом в траве копошился единственный выживший волчонок. Парень схватил малыша на руке, крепко прижал к себе и сказал тихим, но твердым голосом: «Вы сможете его убить только вместе со мной». Похоронили кузнеца в лесу недалеко от хутора, а Игнат перебрался с волчонком жить в его избу. Долгую жизнь потом прожили кузнец Игнатий Савельевич вместе со своим верным другом-волком по имени Ричард. Любили и уважали его местные жители из поколения в поколение. Все, от малых до старых. Понравилась история. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, впереди еще много всего интересного. Всего доброго.